Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Рейтерс бьет тревогу, газа на всех не хватит. Операторы газовых хранилищ ФРГ предупреждают, газа к зиме может банально не хватить на всех. Немецкая ассоциация операторов газовых хранилищ ИНЕС заявила, что к следующему зимнему сезону уровень запасов ПХГ может оказаться ниже, чем требует Брюссель. Ассоциация допускает возникновение дефицита необходимого объема газа. Александр, как такое вообще получается, если там Евросоюз строит планы по отказу от российских энергоресурсов, а американский СПГ давно уже захватил всю Европу? Что такое непонятное происходит? Какой дефицит такой? Ай-яй-яй. Ну, давайте тогда про цифры и поговорим. Что, дефицит это ведь что? Это когда нам чего-то не хватает. Давайте поймем, чего. Ну, желательно не нам, конечно, чтобы нам-то все хватало. А вот вопрос в данном случае про наших немецких партнеров. Чего может не хватать им? Общая мощность подземных хранилищ газа в Европейском Союзе в целом порядка 113-115 миллиардов кубических метров. Это тот объем газа, который туда можно, в принципе, закачать. Ну и отобрать обратно. К началу текущего, все еще отопительного сезона, в подземных хранилищах Европейского Союза в подземные хранилища было закачано порядка 106,5 миллиардов кубических метров. К настоящему моменту, а точнее к 14 марта, это последний день, по которому собрана статистика в подземных хранилищах Европейского Союза вообще, то есть всех стран Европейского Союза, находится порядка 38 миллиардов кубических метров. Ну и казалось бы, ну и в чем беда? Да, было 106, стало 38, ну неплохо. Тем более были ведь новости о том, что объем отбора газа оказался меньше в какие-то дни, чем объем закачки газа, то есть уже нетто-закачка началась. Ну, где-то, где теплее, просто газ уже начинают закачивать в подземные хранилища, где холоднее, все еще продолжают отбирать. Это если упростить ситуацию, вот примерно так она выглядит. Ну, скоро вот наступит уже прям теплый период года, прям в свои права войдет весна везде, даже где сейчас страшно холодно, там +2, то и +3 градуса. В общем, вот в этом чудовищном холоде скоро тоже наступит весна, станет тепло, замечательно, будут птички петь, и, значит, все расцветет. И можно будет спокойно закачивать газ. Да, но. И прежде чем перейти к этому «но», давайте немножко присмотримся к Германии. В Германии общая мощность подземных хранилищ газа составляет порядка 23-25 миллиардов кубических метров. В настоящий момент, то есть, опять же, по данным на 14 марта 2025 года, в этих самых подземных хранилищах Германии осталось около 7 миллиардов кубических метров. В принципе, сопоставимо со среднеевропейским показателем. И, собственно, Германия является довольно важной страной с точки зрения хранения газа в Европе, потому что она обладает самыми большими мощностями по хранению. То есть вот эти 23-25 миллиардов кубов, ну, больше ни у кого столько нету. Там на втором месте, если память меня не подводит, Италия, но у них прям заметно меньше. Итак, в Германии, значит, 30% все еще в этих самых подземных хранилищах, ну, хорошо. Есть ведь требования Европейской комиссии, что уровень заполнения подземных хранилищ должен быть не менее 90% к началу отопительного сезона. Значит, ну, не 70% осталось, не 70% пунктов осталось восполнить, а всего 60, ну, в смысле 30% плюс 60%, точнее, 30% пунктов плюс 60% пунктов, ну, вот мы получим те самые 90% пунктов. Ну, порядка 21-23 миллиардов кубов должно быть в этих самых подземных хранилищах к началу следующего отопительного сезона. То есть максимум, что, по идее, нужно взять и закачать в ПХГ Германии, это, ну, где-то 16 миллиардов кубов. Ну что ж, вы не найдете эти 16 миллиардов кубов? И вот тут мы переходим к тому самому «но», о котором я сказал чуть ранее. Технически вы можете купить все те объемы, которые были отобраны из подземных хранилищ за время отопительного сезона. Вы чисто теоретически можете, вот, например, Германия, вы можете и напрямую купить газ, и косвенно купить газ.
Что это означает? Это означает, что пока у Германии не функционирует Северный поток-2, Ямал-Европа, пока по украинской трубе передается не газ, пока единственная артерия, которая соединяет Россию и Европейский Союз из газовых артерий, это турецкий коридор поставок. Ну, еще, конечно, есть СПГ, но мы говорим про трубопроводные поставки. Вот. Ну, можно опереться на других поставщиков. Вот Германия может опереться на других поставщиков. Например, на Норвегию, например, на Соединенные Штаты. Ну, понятно, Соединенные Штаты не поставщик, но мы для простоты, опять же, будем говорить о направлениях, с которых этот самый газ к вам будет идти. Вот в прошлом году Германия вошла в топ-10. Если что, у меня в личном телеграм-канале «Нефтегазовая игра» есть прям полный перечень всех этих стран, весь этот топ-10 стран, которые стали лидерами по направлениям экспорта американского сжиженного природного газа. Заходите, если вдруг интересуетесь. Если не интересуетесь, тоже заходите. Германия получила 6 миллиардов кубических метров из Соединенных Штатов. И ведь это не предел. Ведь крупнейшим импортером СПГ, произведенного в Соединенных Штатах, стали Нидерланды. А Нидерланды – это ведь не очень крупный потребитель газа. Да, но это крупные ворота. Крупные торговые ворота. То есть это крупная, такая, знаете, крупные ворота для разного рода товаров, в том числе для сжиженного природного газа. То есть если написано, что импорт в Нидерланды, это значит, что конечный импорт будет в какой-то из стран Европейского Союза. То есть, да, СПГ зашел сюда, а дальше был регасифицирован и отправлен в какие-то другие государства. Например, в ту же самую Германию. Кстати, в этом плане очень забавно слушать, как немецкое руководство говорит: мы не покупаем российский газ. Ну да, вы не покупаете российский газ, потому что по трубопроводам вы его получать не можете. СПГ напрямую вы не получаете, то есть он не приходит на ваши СПГ-терминалы. Но позвольте, если, допустим, Нидерланды крупный импортер российского сжиженного природного газа, надо ли так понимать, что только Нидерланды или только другие страны Европейского Союза получают этот самый российский сжиженный природный газ, который зашел через Нидерланды? Или нет? Или немецкие компании тоже нет, да и купят какие-нибудь грузы российского СПГ. А вот бы узнать. Ну, то есть чисто технически, кстати, можно получить газ из Норвегии. Можно, в общем, масса мест, откуда можно получить газ. То есть если только 6 миллиардов кубических метров и из одних только США и напрямую получили, а ведь косвенно вы могли получить больше через те же Нидерланды, через Бельгию, да и ряд других направлений, то в чем проблема? 16 миллиардов, закачали и все. И успокойтесь. Что это за разговоры про дефицит? Но проблема в том, что закачать газ – это, условно говоря, это вишенка на тортике. То есть есть текущее потребление. Потребление, которое удовлетворяет ваши потребности в данный момент. Я несколько утрирую, но вот в данный момент вам нужно 100 миллионов кубических метров газа. Из них процентов 30 пойдет на коммунально-бытовые нужды, процентов 30 на производство электрической энергии, и еще оставшиеся 40 промышленность возьмет на себя. Это текущее потребление. И тут появляется необходимость закачивать газ в подземные хранилища. Тут возникает дополнительный фактор, влияющий на спрос. То есть есть текущее потребление, а есть спрос на газ. И вот спрос будет не равен потреблению, потому что вы будете потреблять 100 миллионов кубических метров в данный момент, а покупать будете, а спрос у вас будет 130 миллионов, потому что 30 миллионов вы должны будете взять и направить на хранение. И получается, что если за период отопительного сезона 24-25 годов было отобрано, давайте сейчас уже округлим, потому что какой-то отбор еще будет продолжаться, было отобрано порядка 70 миллиардов кубических метров, то, по идее, восполнить вам нужно будет хотя бы 65 миллиардов кубов. А лучше эти самые 70 миллиардов. Чтобы соблюсти требования про 90%, чтобы как-то подготовиться к новому отопительному сезону. А проблема ограниченности газотранспортных мощностей, которыми располагает Европейский Союз, никуда не делась.
Притом номинально, еще раз, проблем никаких нет. Одних только СПГ-терминалов там на 240 миллиардов кубов. При годовом потреблении газа порядка 330 миллиардов, 332,5 миллиардов кубических метров, если брать данные за 2000, предварительные данные за 2024 год. До этих СПГ-терминалов вот с головой хватит, если добавить к ним еще поставки из Норвегии. А это, 120 миллиардов кубов. Представляете, 240 и 120. Да и все. И вы полностью удовлетворили свои потребности. Хотя нет, не 240. Все-таки там еще Великобритания среди этой статистики. Ну хорошо, 200 миллиардов кубов. Вот у вас есть мощности в 200 миллиардов кубов. И достаточно взять одного только поставщика трубопроводного, Норвегию, чтобы фактически большую часть своих потребностей закрыть. Вспомним, что Евросоюз добывает еще сам миллиардов 30 кубических метров. Все, в чем проблема? Проблема в том, что никто не стоит в очередь, чтобы продавать газ в Европейский Союз. Чтобы продавать сжиженный природный газ в Европейский Союз. Текущие газотранспортные мощности, доступные европейским потребителям, по сути, работают на максимум. Здесь мы приходим к следующему соображению, что в условиях ограниченного предложения, которое, скорее всего, значительно не увеличится в 2025 году, по крайней мере, не увеличится настолько, чтобы удовлетворить и перманентно растущий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и потребности Европы удовлетворить. В условиях вот этого ограниченного предложения, выполняя требования Еврокомиссии по закачке газа в подземные хранилища, Евросоюз не только давит на рынок, на свой собственный, провоцируя даже не рост цен, а провоцируя постоянную предкризисную ситуацию, когда при любом чихе эти цены подскакивают. Но и действительно может так случиться, особенно в условиях, не дай бог, экономического восстановления, что газа будет не хватать. Особенно если природно-климатические условия сложатся таким образом, что потребление газа текущее резко возрастет. И, завершая, приведу пример. Чтобы его привести, кстати, опять же, заходите в мой замечательный телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Вот там этот пример, собственно говоря, выложен. Я его сейчас вам, если вам лень, я же знаю, вы можете зайти. Так вот, я вам его сейчас, этот пример, приведу. Просто чтобы точные там цифры, вот, чтобы их привести вам точно, я сейчас зачитаю. Так вот, дорогие друзья, в феврале 2024 года в Европейском Союзе было произведено примерно 209 тераватт-часов электрической энергии. В феврале 2025 года 219 тераватт-часов. Но ветроэлектростанции в прошлом году, в феврале прошлого года, выдали 44,5 тераватт-часа, а в феврале этого года 26,5 тераватт-часов. И в феврале 2024 года производство электрической энергии на газовых электростанциях составило 27,5 тераватт-часов, а в этом году 51,5 тераватт-час. Это к вопросу о том, как конкретно природно-климатические условия могут повлиять на спрос на газ. И прям самое последнее. Конкретно в Германии, во время этого февральского похолодания, февральского бума спроса на газ, увеличилось потребление угля. Увеличилось производство электрической энергии на оставшихся угольных электростанциях. И на месте нового немецкого руководства, если бы оно было ответственным, разумным, я бы не то чтобы отказался от планов закрыть угольные электростанции, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я бы предложил вернуться к плану Меркель, который подразумевал закрытие угольных электростанций к 1938 году, а не к 1930-му, как решили сделать предшественники нынешнего руководства Германии. Но, боюсь, до такого смелого шага они вряд ли додумаются. И поэтому на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. И, дорогие друзья, на
Телеграм-канал Инфотек тоже, если можно, подпишитесь. Вам не сложно, мне приятно. Все, всего хорошего.